Здравствуйте, мои милые феечки! Сегодня у нас с вами мастер-класс «Домовенок. Душа нашего дома». У меня был анонс, в котором я рассказывала о материалах. Надеюсь, вы их подготовили. Если не подготовили, то сначала пересмотрите предыдущее видеоанонс, и потом возвращайтесь сюда. Сейчас с теми, кто подготовил материалы, мы будем создавать домового. Оберег для нашего дома. Это такое существо, такая энергетическая сущность, которая должна быть в каждом доме. У славянских народов домовой ассоциировался с душой дома. Они его называли хозяин дома, дух домашнего очага. Очень красиво звучит дух домашнего очага. Домовой, он наводит порядок в доме, он наводит порядок в семье, он присматривает за детьми, за животными, живущими в доме. Домовенок вообще очень нужное существо. Посмотрите, какое чудо. Но это маленький экземплярчик. Мы с вами сегодня создадим побольше размерчиком, но кто захочет, можно создавать вот таких вот маленьких. Можно их дарить от чистого сердца. Значит, почему его нужно делать своими руками? Потому что вот как раз от чистого сердца, с чистыми помыслами. Его желательно создавать в хорошем настроении. Если вы полностью здоровы, сейчас не болеете, вас ничего не отягощает, никакие мысли, желательно его создавать за один раз, не откладывать на потом. Можно ему мысленно создавая, посылать какие-то задачи, давать какие-то поручения, вообще о чем-то попросить этого домовенка. По тому, как за ним ухаживать, я вам расскажу в конце. Значит, так, да, создается он из натуральных материалов тоже, да, чтобы что-то было приближенное к природе. Домовенок, если что-то в доме не так, если у вас не прибрано, или вы скандалите, он может выражать свое недовольство. Значит, недовольство выражается пропажей вещей, или битьем посуды, или шорохом по ночам. Так что наведите порядок в доме, помиритесь с близкими, не ругайтесь. Он очень не любит громкие звуки, ну, не звуки радости, а громкие звуки каких-то выяснений отношений. Так что мир вашему дому, и давайте мы с вами создадим это чудо. Итак, приступим. Смотрите, мы берем кусочек мешковины 50 на 50 сантиметров. Ну, это для большого домовенка. Я уже объясняла в предыдущем видео, что можно взять 30 на 30, будет маленький домовенок. В общем, размерчик, в принципе, не имеет значения. Это ваш выбор. Ну, мы, исходя из того, что мы берем 50 на 50 сантиметров, кусочек мешковины, мы его расчерчиваем таким образом. Тело занимает квадрат 35 на 35 сантиметров. Шапка занимает прямоугольничек 10 на 20 сантиметров. И 2 квадратика для ножек 10 на 10 сантиметров. Все остальные кусочки, обрезочки, в принципе, могут нам пригодиться. Так, расчерчиваем на мешковине. Или еще раз вам показать. Значит, смотрите внимательно. Я, наверное, сфотографирую, выложу под видео этот кусочек, этот раскрой. Так, расчерчиваем карандашом, мылом, мелом, чем угодно. И вырезаем. Вырезаем этот квадратик, который будет нашим тельцем, вообще нашим основным кусочком. Так. И сразу вырезаем то, что будет шапочкой в дальнейшем. И ножками.
Так, кусочки убираем в сторону. Ножка раз, ножка два и шапочка. Это мы пока откладываем в сторону. Сейчас будем работать с большим кусочком. Значит, большой кусочек. Убираем какие-то ниточки. Большой кусочек мы с вами набиваем сеном или, как я уже говорила, декоративной соломкой, если у вас на сено аллергия. Кладем такую большую кучку сена и начинаем собирать. Можно внутрь положить небольшой полотняный пакетик с лавандой или мятой или другими ароматными травками. Это как вам захочется. Можно просто их посыпать, насыпать немножечко. Кстати, сейчас мы так и сделаем. Возьмем немножко лаванды и прямо насыпем из мешочка серединку нашего сена. Пусть пахнет наш домовенок. Ух! Почувствовали бы вы, какой сейчас пошел аромат. Я очень люблю запах лаванды. Он какой-то чарующий, таинственный. Мне очень нравится. Так, смотрите. Мы складываем этот мешочек 4 уголочками вместе. Но один уголочек, он как бы накрывает все предыдущие уголочки. Как бы накрывает, видите? Потому что здесь у нас будет в итоге личико располагаться. И мы им обнимаем все остальные кусочки. Так, умнем. Вот, и здесь, в районе шейки, обвязываем шпагатиком. Берем вот такие вот ниточки, шпагат, отрезаем кусочек и обвязываем. Так, что-то маленький кусочек я отрезала. Возьмем от общего. Оп, развалился. И обвязываем хорошенечко. Наш мешочек. Обвязываем, завязываем узелочек. Помните, мы работаем в очень хорошем настроении, с замечательными мыслями. И пытаемся продумать, для чего нам нужен наш домовенок. Так, у нас получился вот такой мешочек. Чуть-чуть расправим эту часть. Сейчас, извините, я от вас отвернула. Расправляем переднюю часть, все остальные кусочки внутри. Так, сейчас чуть-чуть стряхнем все в сторону. Мусор от сена. Теперь нам надо создать голову. Мы будем завязывать еще вот в этой части. Если кажется вам, что недостаточно здесь, вот как раз обрезочки, недостаточно набивки, да, внутри головы, вот эти вот все обрезочки вам могут пригодиться. Вы прям берете какой-нибудь кусочек, его складываете и запихиваете внутрь и проверяете, нравится ли вам такое личико. Если вас все устраивает, ну,
Делайте, конечно, вы делаете первого, возможно, вам сейчас будет не очень понятно, но в дальнейшем вы поймете, как нужно действовать, когда вы будете делать своим родным, близким. Вообще домовенка лучше делать самим, ну или в крайнем случае принимать в дар у тех людей, которым вы доверяете. Вы знаете, что у них добрые помыслы. Смотрите, здесь мы завязываем довольно длинной веревочкой, потому что вот эти вот длинные концы, они пойдут на подвес, на петелечку, за которую можно его подвесить, например, в прихожей. Завязываем. И вот эти два хвоста мы оставляем, они нам пригодятся. Верхний вот этот вот оставшийся уголочек, его можно растрепать. И он у нас может даже послужить в качестве волос. Можно прям разобрать его, растрепать. В дальнейшем он может торчать из-под шапочки. В принципе, он нам тоже пригодится. Ну вот на таком вот варианте мы остановимся. Если что, будет у нас торчать из-под шапочки. Так, что дальше? Дальше ножки. Ножки набиваются по такому же принципу, как и тельце. Набиваем их небольшим количеством сена. Ой, это я, наверное, погорячилась. Складываем тут уже, конечно, все уголочки вместе. Ничего мы здесь не обнимаем одним уголочком. Здесь просто все уголочки вместе. Складываем непослушное сено. Сейчас оно у меня такое уже довольно сухое, жесткое. Когда оно только после лета собрано, то оно, конечно, мягкое. Сено можно купить в зоомагазине, а можно летом накосить травы и насушить сено своего ароматненького. Я однажды насушила сено и сделала большого ежика из сена. Вместе с сыном мы делали для нашего папы на день рождения. Нашего папу зовут Александр. Мы сделали ежика, назвали его Шуриком. Так вот, очень нравился этот Шурик нашему папе, когда он стоял в саду. Озорной такой, веселый. Так, ножки. Одна ножка. Вот такой вот мешочек получается. И то же самое делаем со второй ножкой. Ой, ой, непослушная. Ну, ничего, если оно будет немножко торчать. Это даже интересно. Так, берем веревочку и перевязываем вторую ножку. Так, вот наша вторая ножка. Тут немножко длинновато веревочка осталась. Так, вот у нас готовы две ножки. Готовы наши тельцы. Убираем сено, оно нам больше не понадобится. Сейчас я, наверное, стряхну в мусорник. Так, значит, тельце, ножки. Дальше нам нужна будет шапочка. Наш прямоугольник мы загибаем немножечко краюшки. И эти краюшки склеиваем. У нас получится вот такая шапочка. Клеим горячим пистолетом, это все склеиваем.
Так. Проводим линию. И приклеиваем. Вот. Вот у нас получилась шапочка. Вот такой вот треугольничек, склеенный с одной стороны. Это мы будем одевать на нашу... Ой, рядом повернула. На нашу голову. И загибать, как нам хочется. И у нас получится наш домовой в шапочке. Но чего-то у него не хватает. По-моему, ну, во-первых, красивых глаз. Во-вторых, замечательного выдающегося носа. И в-третьих, бороды. Да? Посмотрите на наш образец. Так, откладываем шапочку, ножки в сторону. И начинаем создавать личико. Так, кладем. Значит, что нам нужно для носика? Для носика у нас подойдет или половиночка пробочки. Ну, такой конкретный большой нос получается. Ну, вдруг вам вот не из чего сделать. Можно сделать из половинки пробки от шампанского. Отрезать ее острым ножом. Или мы берем небольшой квадратик эластичной ткани, чулочной ткани, можно еще какой-либо. Берем немножко ваты или синтепона и стараемся заложить это в маленький кусочек, в маленький квадратик. Так, сейчас я немножечко сделаю это на столе. Что-то какой-то непослушный кусочек у меня попался. Так, вот таким вот образом мы делаем носик нашему домовому. И теперь мы этот кусочек завязываем какой-нибудь ниточкой, веревочкой. Завязываем. На пару раз. И лишнее обрезаем. Укатился. У нас получился носик. Это обратная сторона. Это носик, который у нас получился. Так, значит, дальше мы берем либо льняные, либо шерстяные нитки и наматываем. Где-то я оставляла картоночку. Берем небольшую картоночку 10-12 сантиметров. У меня 12 сантиметров. И наматываем нитки на картонку. Так, сейчас я их поставлю вниз. Будет удобнее мне намотать. Наматываем нитки на картонку. Довольно большое количество, чтобы у нас получилась знатная борода. Надо было, наверное, заранее немножко намотать. Ну, вы же делаете вместе со мной. Давайте наматывать вместе. Смотрите, что я вам могу пока рассказать. Если у вас дома есть домашние животные, котики, собачки, или, может, еще какие-нибудь животные, и вы замечали, что они подолгу могут смотреть в пустой угол, вообще в пустоту, то, скорее всего, они не смотрят в пустоту, они видят домового. Домовенок, он
показывается домашним животным. Людям он очень редко показывается. Но животные его видят всегда. Или, например, если ваша кошечка или котик замурчали, а вы их вроде бы и не гладите, то значит их гладит домовой. Или если вдруг котик или собачка понеслись куда-то, начали бегать, прыгать, играть вроде бы с невидимым существом. Так вот, вы уже догадались, с кем они играют. Так, более не менее намотала. Ну, вот так оставим. Намотала. Отрежу еще кусочек для перевязывания. Теперь снимаем наш моточек. И перевязываем его не совсем посерединке, а чуть-чуть смещая. Потому что при перегибании у нас получится борода и как бы усы, да, что-то похожее, подобное усам. Так, мы тоже хочет же видеть, смотреть, участвовать. Так, перевязываем. Можно шпагатиком, чтобы было попрочнее. Сейчас я вам покажу, где я перевязала. Смотрите, видите? Примерно 2/3 и 1/3 остаются. И теперь запускаем ножницы в петельку, где мы наматывали, и разрезаем с одной и с другой стороны. Разрезали. И теперь нам надо запустить один пальчик в середину одного пучка, другой в середину другого пучка. Вот таким вот образом, да? И разложить это вот так. Теперь все это сместить немножечко вниз. И у нас получается, что-то я немножко недоразрезала, по-моему. Да. Вот. И у нас получается и усы, и борода. Видите? Вот у нас коротенькие, а вот у нас длинненькие. Получились усы, борода. Если хочется что-то торчит или как-то выглядит неопрятно, вы все можете художественно подстричь. И у вас будет красота. Так, смотрите. Вот таким вот образом мы это сейчас приклеим к нашему домовенку. Приклеиваем на горячий пистолет. Как бы внизу лица, да, чуть выше шейки, внизу лица наливаем клея, довольно приличное количество, и приклеиваем. Сейчас я немножко повернула к себе, чтобы хоть увидеть, что тут получается. Приклеиваем, прижимаем. Ждем, чтобы это все схватилось. Так, вот наши буйные усы и наша пышная борода. Веревочки, которыми я завязывала, уберу. Так. Теперь наш заготовленный носик мы приклеиваем в центр усов, да, чуть выше линии приклеивания усов, а где-то посерединке, да. Прям берем тоже его шикарно, намазываем клеем и приклеиваем. Так, сейчас я к вам поверну. Ох, нелегкая эта работа.
самой на камеру мастер-класс вести. Так, приклеиваем. Думаем о хорошем. Помните? Думаем о хорошем. Расправляем ему усы. Представляем, как он будет красивенько сидеть или висеть где-нибудь у нас дома. Это же наш дух, это наша душа, душа нашего дома. Представляете? До этой поры дом у вас был бездушным, а теперь станет с душой. Ну что, вот он, Чиполлино в бороде. Что ему не хватает? Ему не хватает глазиков. Но глазки можно сделать в самом конце. Когда приклеиваешь глазки, когда рисуешь глазки на игрушке, то игрушка оживает. Мы давайте оставим это на самый-самый последний момент. Значит, сейчас сделаем шапочку, сделаем ручки-ножки, потом глазки. И вот тогда мы будем ворожить и завершать нашу задачу, создавать уже именно оберег с предназначением. Так, значит, шапочка. Вот эти вот веревочки, которые мы с вами оставляли, когда завязывали голову, да, мы их сейчас должны просунуть через шапочку. Через центр шапочки, ну, не совсем. Лучше где-то чуть-чуть впереди сделать ножницами, раздвинуть мешковину. Ее не надо резать, она прекрасно раздвигается. Ножницами получается небольшая дырочка, через которую прекрасно проходят наши хвостики. 2 хвостика. Мы ими попали. Что-то у нас шапочка расклеилась немножечко. Ну, это не страшно. Это мы сейчас вернем на место. Так, одеваем нашу шапку, наш чубчик куда-нибудь пристраиваем. Здесь можно теперь эти хвостики завязать узелочком. Это наша будет петелька для подвешивания домовенка. И смотрите, шапочка швом назад, который мы склеивали, да? Шовчик у нас сзади получается. А вот эта передняя часть отгибается. Ну, отгибается, как вам хочется. Может быть, одним углом, да? Может быть, вообще вот так 2 уголочками. А может быть, центральной частью. Да? Как вам захочется. Тут такой лохматый домовой. Сейчас мы вот его, всю эту челку куда-нибудь сдвинем. Наверное, на обе стороны. Вот. И натянем ему шапочку. Шапочку надо обязательно приклеить. Приклеить на лобике и приклеить сзади где-то к шейке. Да? Получается, она где-то у шейки будет приклеиваться. Так, ну что, приклеим у шейки. Так, там она уже прекрасно держится. Теперь отгибаем ее. Край можно размахрить, вытащить из него несколько ниточек. У мешковины прекрасно вытаскиваются ниточки. Так, челку нашу в обе стороны. И вот таким вот образом мы загнем нашу шапочку. Давайте сейчас, секундочку. Я ее подприклею немножечко. Ой, извините, я все делаю к себе. Не хочу ее фиксировать слишком плотно. Так, легонечко.
Так. Даже какую-то можно складку создать на шапке. Где-то еще что-нибудь такое. Это же у нас такой наш собственный домашний красавчик. Ну вот, смотрите. Вот его шапочка. Так. Сейчас я секундочку на него гляну, что вообще тут вышло. Чуть-чуть мы ему подстрижем челку, а то как-то она просто зарос, наш красавец. Чуть-чуть мы ему подстрижем. Ну, вот такое чудо у нас получилось. Так. Бороду мы вперед. Так, что теперь? Теперь нам с вами нужно ручки и ножки. Для этого мы берем веревку потолще. Или, если у вас нет веревки потолще, вы можете сплести косичку из более тонкой веревки или из шерстяных ниток. Так, берем и вклеиваем в наши ножки, раздвигая вот здесь уголочки. Сюда капаем клей и вставляем веревочку. И этими уголочками ее обнимаем. Да? Это будут ножки. Сначала вклеим одну ножку, потом примерим, какой длины мы хотим сделать ножки у нашего домового. Значит, смотрите. Вот мы вклеили веревочку. Вот она у нас получилась, да? И теперь мы примеряем, насколько длинными мы хотим видеть ножки у нашего домовенка. Кто-то делает длинные, кто-то короткие. Я, наверное, сделаю что-то ближе к коротким ножкам. Не хочу я длинных на этот раз. Этих домовят я когда-то изобрела сама. Вот именно эту конструкцию. И они уже живут во многих домах. Кто-то их сделал сам. Кому-то подарила я. А кто-то сделал и подарил с добрыми намерениями. Так, то же самое мы делаем со второй ножкой. Точно так же вклеиваем и обнимаем этими кончиками. У нас получилось 2 ножки для домовенка. Так, 2 ножки и ручки. Ручки — это одна длина веревки на 2 ручки. Мы ее просто сзади под шапочкой на шейку прикрепляем, и у нас получаются ручки. Но здесь еще на кончиках мы завяжем узелочки, да, импровизированные ладошки. Смотрим опять же, какие нам хочется ручки по длине. Да? Мы проверяем, завязываем узелочки, чтобы было понятнее. Узелочек один, конечно, второй пока еще мы не отрезали веревку, мы ничего не можем завязать. Завязываем узелочек и проверяем длину ручки. Ну, вот такие меня вполне устроят. Тогда то же самое делаем со второй стороны. Да? Так, сейчас завяжем сначала узелочек, а потом отрежем. Так, и подрезаем. Теперь ручки мы приклеиваем
сзади под шапочку. Сейчас вставлю новый клей. Под шапочку. И вот у нас готовы наши ручки. Для ножек мы берем ножницы и примерно, на расстоянии, 5 сантиметров, наверное, друг от друга снизу раздвигаем мешковину. Дырки не надо делать, да, она прекрасно раздвигается в стороны. Сейчас мы одной частью ножниц. Вот, смотрите, вот прекрасно получились дырочки. И сюда, капнув капельку клея, мы вставляем наши ножки. Вставляем где-то на сантиметр, и они прекрасно вклеиваются. Прямо вот вкручиваем в эту дырочку. Вот, ножка вклеена. Теперь вторую. И точно так же мы ее, веревочку эту, вкручиваем. Да, проверяем примерно одинаковую длину наших ножек. Вот, у нас готовы ножки и готовы ручки. Готова шапочка. В общем-то, все у нас готово, кроме глазок. В качестве глазок. Так, в качестве глазок мы можем взять глазки готовые, как у этого домовенка, или бусинки. Но раз мы уже у одного домовенка готовые приклеивали, то второму мы этого делать не будем. Мы возьмем 2 бусинки черного цвета и приклеим их в качестве глазиков. Это очень будет симпатично смотреться. Я люблю, когда глазки близко друг к другу. Как-то очаровательнее смотрится, по-моему, такой домовенок. Так, секундочку, это я к себе повернула, чтобы вообще видеть, что я делаю. Ну, посмотрите. Посмотрите, какое чудо. Какое очаровательное чудо у нас с вами получилось. Да? Так, он-то, конечно, получился. Но что нужно домовенку? Ведь это же оберег для нашего дома. Что нужно для того, чтобы он оберегал наш дом? Смотрите, значит, если вы хотите, чтобы у вас были в семье добрые отношения, вот для добрых отношений в семье его нужно, во-первых, располагать на кухне, и, во-вторых, в ручке ему желательно вручить ложку, лучше деревянную. Вы можете вклеить или привязать к нему ложечку. Для защиты дома от негатива его надо располагать в прихожей. В руки ему можно дать метлу, сделать какую-нибудь метлу или веничек и дать ему в ручки, чтобы он выметал все нечистое, весь негатив из вашего дома. Для улучшения финансового положения, значит, его нужно располагать в гостиной. И для того, чтобы он символизировал то, что он улучшает ваше финансовое положение, в ручки ему надо дать мешочек с денежками, с какими-нибудь бусинками, что угодно, ну, в общем, символизирующий богатство. Значит, смотрите, сейчас мы посадим. Можем посадить 2 этих чуда рядышком. И сделаем с вами небольшой мешочек для нашего богатства. Потому что я хочу сделать для улучшения финансового положения. Ну, никогда не помешает. Так как в прихожей у меня уже висит домовенок,
расположу я его теперь в гостиной. Можно сделать несколько оберегов. Пусть сидит у вас в гостиной, пусть располагается на кухне, висит в прихожей. Почему бы нет? Я вообще люблю всякие добрые существа, всякие добрые посылы. Смотрите, берем прямоугольничек небольшой, склеиваем или сшиваем его по краям и, положив туда монетки и бусинки, собираем узелочком. Вот и будет наш мешочек. Так, склеиваем наш мешочек, боковые его части. Склеили. Теперь внутрь кладем шишечки, пусть будет природный материал. Кладем несколько монеток, пусть себе звенят. Вот у меня тут еще декоративные монеточки и бусинки. Во-первых, будет ему с чем играть. Во-вторых, это тоже символ богатства. Теперь собираем все это в мешочек и завязываем. Завязываем. Так, на мешочек можно приклеить несколько декоративных монеток. Почему бы нет? Так. Вот так вот пускай это выглядит. Вот такой мешочек будет у моего домового. Сейчас краешки все тут уберем. Так, и вот ему можно в ручку, приклеив ручку, сейчас немножечко веревочку подстрижем, чуть-чуть. Так, в ручку можно ему вручить такую красоту, такой мешочек. Можно обе ручки, можно одну. Смотрите. Хорошо, я своему буду вручать мешочек. Но что можно еще? Можно взять какую-нибудь корягу, взять кусок бересты и написать на ней то, что вы хотите. Ваше заветное желание. Дом, полная чаша. Или, например, счастье. Или, например, удачи. И этому домовеночку можно вот так вот, чтобы он ручкой придерживал, да, можно приклеить это пожелание. Во всяком случае, если вы будете дарить кому-то, вот как раз это будет ваше пожелание тому человеку и тому дому, в котором будет обитать этот домовенок. Да? Это очень интересно получается. Так. Что еще? Еще вы можете обжечь лист бумажки. Ну так, чтобы это был старый такой листочек. Состарить его и написать на нем какое-нибудь ваше пожелание. Пусть будет добрым каждый день. Прекрасное пожелание. Свернуть это таким рулончиком-свитком, да? Завязать это веревочкой и тоже вручить домовому. Вы можете не только такое пожелание, вы можете ему вообще множество задач задать, да, и богатства, и здоровья, и мира в вашей семье, и что угодно. Почему бы не попросить много о чем? И тоже ему можно это дело вручить. Ну, я своему хочу вручить
мешочек и вот этот вот свиток с пожеланиями, чтобы каждый день был добрым, тоже сюда же. Почему бы нет? Так, мы это дело теперь приклеиваем. И мешочек первым делом. Так, свиток. А свиток мы просто вставим, наверное, под ручку. Да, сейчас попробуем во всяком случае. Теперь ручку на мешочек. Так, нашему домовому. Свиток мы попробуем просто вставить, чтобы не приклеивать его. Да, я думаю, что все получается. Вот такой домовенок получился у меня. Что можно еще добавить? Ему можно добавить какую-нибудь шишечку. Можно добавить каких-то перышек, что-то, чего-то. Ну, у меня парень деловой. Ему некогда украшаться. Он у меня выполняет очень нужную задачу. Так что вот такой красавчик у нас получился. В современном доме домовой живет или возле камина, если, конечно, у вас есть камин, или за батареей, или на полочке в шкафу. Он хоть и выглядит старичком, но так привыкли его изображать, в душе он ребенок, он очень любит сладкое, он очень любит играться, поэтому 1 числа каждого месяца вы можете его угощать вкусностями, конфетками, печеньками. Положите ему конфетку и печеньку на блюдечко, поставьте, где вы думаете, что он у вас живет. Можете на полочку в шкаф, но только конфетку обязательно разверните. В фантиках ему не нравится, он не любит разворачивать конфеты. В маленькую коробочку положите монетки, бусинки, какую-нибудь маленькую детскую игрушечку, стеклянные шарики. Пусть играет. Обратитесь к нему, скажите: прими, пожалуйста, домовушечка, дары наши, охраняй наш дом, береги его, пусть мы живем дружно, мирно. При переезде обязательно забирайте его с собой. Либо на веник, на метлу какую-нибудь, либо на старый башмак. Попросите его, чтобы он сел. И заберите с собой эту старую вещь, привезите его в новый дом, и он будет оберегать вас в новом доме. Не оставляйте его, пожалуйста. И вообще, наведите порядок в доме, выбросьте все лишнее, наведите порядок в своей душе, впустите мир и покой в вашу семью. И пусть в вашем доме царит покой, гармония, радость и счастье. Я очень рада, милые феечки, что вы зашли на мой канал, что мы с вами создали этих милых домовят. Можете присылать фотографии, буду очень рада видеть. Возможно, вы расскажете мне историю, для чего он вам, куда вы его поселили и вообще, как налаживается вся гармония вашего дома, вашей семьи. Благодарю вас. Благодарю вас за то, что вы меня смотрели. И до новых встреч!